Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю вам разобрать, куда пропали пирамиды. И не только пирамиды, но и самый гигантский лабиринт древности. Дело в том, что действительно пирамиды опять помогут нам понять, какие уникальные сооружения сооружали древние и почему же они пропали. То есть отследить те катастрофы, которые случались в недавнем прошлом Земли. Огромное озеро посреди Ливийской пустыни. Названо именем одного из фараонов, украшали две огромные пирамиды. На берегу же располагался самый большой лабиринт древности. Об этом писал Геродот и его последователи, посетившие Фаюмский оазис. Вот я нашел одну из карт древности, на которых действительно в центре озера присутствуют пирамиды. Лабиринт здесь уже не отмечен, но он есть. И, кстати, интересное место называется Скития. И это, извините меня, в Африке. Кстати, старое название Ливия, она же Левия, место жительства левов. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью? Как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу, переключает иммунитет на восстановление, усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции. Полный отчет исследований в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. А теперь приступаем к рассмотрению вопроса по сути. Вот что пишет Геродот о египетском лабиринте. И вот они решили оставить общий памятник, а решив это, воздвигли лабиринт немного выше Меридова озера, близ так называемого города крокодилов. Я видел внутри этот лабиринт, он выше всякого описания. Ведь если собрать все стены и великие сооружения, воздвигнутые эллинами, то в общем оказалось бы, что на них затрачено меньше труда и денежных средств, чем на один этот лабиринт. Здесь речь идет о египетском лабиринте около Фаюма, построенном при фараоне Аменхотепе III. То есть это примерно в 19 веке до нашей эры. И мы как раз разберем, а что же случилось, куда он делся, каких он был размеров, куда делись пирамиды. Конечно же, пирамиды — это огромные сооружения, и каждая из них по величине стоит многих творений эллинского строительного искусства вместе взятых. Однако лабиринт превосходит размерами эти пирамиды. В нем 20 дворов с воротами, расположенными один против других, причем 6 обращены на север, а 6 на юг, прилегая друг к другу. Снаружи вокруг них проходит одна единственная стена. Внутри этой стены расположены покои двух родов, одни подземные, другие надземные, числом 3000, а именно по 1500 тех и других. То есть гигантское сооружение, которое превосходит своими масштабами строительства даже пирамиды. Вот о чем пишет Геродот, который сам это видел. И заметьте, как раз лабиринт состоит из двух частей. Есть лабиринт подземный и есть наземный. Примерно количество комнат одинаковое. То есть это одна из иллюстраций, как это могло выглядеть. Потому что опять же к лабиринтам прилагалась пирамида. Вот он продолжает свое повествование. По надземным покоям мне самому пришлось проходить и осматривать их. Я говорю как очевидец. О подземных покоях знают лишь по рассказам. Смотрители египтяне ни за что не желали показать мне их, говоря, что там находятся гробницы царей, воздвигнувших этот лабиринт, а также гробницы священных крокодилов. Поэтому-то я говорю о нижних покоях лишь понаслышке. Верхние же покои, которые мне пришлось видеть, превосходят все творения рук человеческих.
Вот почему мы исследуем этот вопрос, понимая, что если верхний покой может засыпаны, уничтожены, то нижние-то остались. В них как раз находятся гробницы царей, которые строили этот лабиринт, которые могут дать нам максимум полезной информации о том, какие же были цивилизации древности. Вот продолжается повествование. Этот лабиринт примечателен не только своими размерами, сколько хитрости и искусством внутреннего устройства, произвести которое невозможно. Ибо когда человек входит в этот лабиринт, он не может сам найти дорогу назад, и ему необходима помощь опытного проводника, которому устройство здания известно досконально. Всюду каменные крыши, так же как и стены. А эти стены покрыты множеством рельефных изображений. Каждый двор окружен колоннами из тщательно прилаженных кусков белого камня. А на углу в конце лабиринта воздвигнута пирамида высотой 40 оргий с высеченными на ней огромными фигурами. В пирамиду ведет подземный ход. То есть вот вы видите примерное изображение, как это могло быть. Но опять же, какой размах строительства. И это, извините меня, по прикидкам 4000 лет назад. Дикие люди так называемые. Но, опять же, продолжает повествование Геродота, как ни поразительно этот лабиринт своей грандиозностью, он еще более удивления вызывает так называемое Меридово озеро, на берегу которого он стоит. Окружность этого Меридово озера составляет 3600 стадий или 60 схенов. Так как это как раз равняется длине всей прибрежной полосы Египта, то есть размеры озера, мягко говоря, большие. В длину озера простирается с севера на юг, и в самом глубоком месте глубина его 50 оргий. А то, что это произведение рук человеческих и вырыто искусственно, это ясно видно. Почти посередине этого озера стоят две пирамиды, возвышающиеся на 50 оргий над водой, такой же глубины их подводная часть. Рядом с каждой пирамидой поставлена колоссальная каменная статуя на троне. То есть перед вами изображение, как это могло выглядеть в те времена. То есть гигантские пирамиды посреди озера, храмы, а наверху пирамиды, навершие статуи. Ну, скорее всего, тех, кто эти пирамиды построил, царей, царицы, например. Но опять же, то, что высота пирамиды 50 оргий под водой, то есть равняется глубине озера, говорит о том, что действительно, скорее всего, какой-то древний разлом в древние времена углубили, расширили, чтобы создать не только вот это колоссальное хранилище воды, но и как раз построить вот эти пирамиды. То есть объем работ колоссальный. Как это выглядело? Ну, это выглядело, конечно, прекрасно. Название озера связывают с его мифическим создателем, неким царем по имени Мерис, существование которого не подтверждается. Зато слово имеет отношение к древнеегипетскому Мер-Ур, то есть великая вода. Одно бесспорно, огромный оазис когда-то был важнейшим центром древнеегипетского государства, а потому на его территории не только собирали урожай, но и строили храмы, дворцы и другие культовые сооружения. Ну, расположение вид, которых современные египтологи могут только пытаться представить, вообразить, чтобы мы хотя бы примерно поняли, как это выглядело. Но опять же, перед вами карта 18 века. Я на ней отобразил стрелочками, что известно, что пирамиды как бы находились на центре этого озера. Опять же, красная стрелка показывает, что есть и сам лабиринт. Опять же, рядом, даже дальше от этого озера существуют другие пирамиды, которые вполне вероятно тоже нами либо не открыты, либо уже разрушены к нашему времени. Но информация об этом была известна, она существовала, переносилась из века в век. И вопрос, а куда же все это пропало? Теперь же, если мы посмотрим на это озеро, то озеро стало гораздо меньше, пирамиды исчезли, да и лабиринт пока не удалось отыскать даже самым настойчивым энтузиастам. Остались разве что мумии, да и удивительной красоты фаюмские портреты. То есть там тоже на мумии накладывали так называемые портреты фаюмские, они сохранились, ну и показывали облик жителей, который там жил. Но сам факт, сейчас это Меридово озеро намного уменьшилось. Никакого острова с пирамидами посередине его нет, ну и соответственно никто не может найти этот лабиринт. Ну я вам покажу, что он как бы существовал и существует. И остатки, конечно, есть, но обратите внимание, каких размеров должна быть катастрофа, чтобы такие гигантские сооружения просто испарились. Мы их не наблюдаем. Да и обратите внимание, насколько уменьшились размеры этих озер и вот этого Меридово озера, того, что меньше. Ну а как раз лабиринт находился где-то между ними. У тебя зеленая стрелочка это выделил. И, кстати, здесь где-то должны быть остатки тех пирамид, которые тоже там были или разрушены сегодня, которые сегодня мы не знаем.
Так что же произошло с пирамидами и лабиринтом? Геродот, а за ним и Диодор Сицилийский подробно отображает в своих записях увиденное в Фаюмском оазисе. Согласно этим историкам, то есть возвышались эти величественные пирамиды, рядом с ним красовались огромные статуи фараонов. Ну, сейчас этого ничего просто нет. То есть остались какие-то следы, обломки, которые нужно обнаружить. Но на самом деле это все уже давно обнаружено. В конце 19 века британский археолог Уильям Флиндерс Петри смог отчасти подтвердить слова Геродота, обнаружив руины лабиринта, площадь которых равнялась 70 тысяч квадратных метров. Но я подчеркиваю, это только наземная часть. Он, скорее всего, смог обнаружить вот руины наземной части. В этот же период была найдена гробница фараона. На сегодняшний день от лабиринта практически ничего не осталось, но я дополняю, от поверхностной части. Сохранились руины пирамиды, а также несколько блоков от самого лабиринта. Но я думаю, подземная часть все равно сохранилась, ее просто нужно найти. Так, в 2008 году группа исследователей из Бельгии и Египта приступила к изучению запрятанных под землей объектов, в надежде найти и разгадать тайну загадочного подземного комплекса древней цивилизации. Бельгийская египетская экспедиция, вооруженная приборами и техникой, позволила заглянуть в тайну помещений, скрытых под песком. Смогла подтвердить наличие подземного храма недалеко от пирамиды Аменемхета III. Без сомнений, экспедиция под руководством Петри вывела из тьмы забвения одно из самых невероятных открытий в истории Египта, пролив свет на величайшее открытие. Но если вы подумали, что открытие состоялось, а вы об этом просто не знаете, то вы ошибаетесь с выводами. Это значимое открытие было сокрыто от общества, и никто не смог понять, почему так произошло. Результаты работы экспедиции, публикация в научном журнале, выводы исследований, публичная лекция в университете Гента – все это подверглось замораживанию, поскольку генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта запретил все сообщения о находке якобы из-за наложенных санкций египетской службы безопасности. Луи де Кортье и другие исследователи экспедиции терпеливо ждали ответа о раскопках в районе лабиринта в течение нескольких лет, с надеждой о признании находки и желанием сделать ее достоянием общественным. Но, к сожалению, этого не произошло. То есть, но даже если исследователи подтвердили существование подземного комплекса, раскопки все равно должны проводиться, чтобы исследовать невероятный вывод ученых. Ведь считается, что сокровища подземного лабиринта могут дать ответ на бесчисленные исторические тайны древнеегипетской цивилизации, а также дать новые знания об истории человеческой и других цивилизаций. Да, действительно это так, но где, кстати, можно найти тот лабиринт в современном мире, оказывается на монетах, которые выпускаются в Англии. Вот перед вами иллюстрация того древнего лабиринта, уникального, которая подземная часть все-таки сохранилась, ее нашли, но это открытие замалчивает, потому что что-то определили приборами, раскопок нет, приводить нельзя, и так оно остается удивительно рядом, но оно запрещено. Ну, для нас уже нет этого ничего удивительного, потому что я тоже показывал, что Египет скрывает множество тайн и загадок. Вот одна из загадок — это подземный город под Гизой. И несмотря на то, что это было известно еще с 20 века, эти находки были сделаны. Есть иллюстрация этого гигантского подземного города, по крайней мере частичная. Все ссылки на материалы будут, как всегда, в описании под видео. То есть пирамиды скрывают еще множество тайн, удивительно рядом, но оно запрещено. Наша задача исследовать, показывать это и рассказывать, что же было найдено, открыто, но в современном мире никак не освещено или запрещено. Это все я тоже рассказал в тайнах пирамид. Переходите, знакомьтесь с дополнительными материалами. Но если вы хотите знать мое мнение, куда же делись эти пирамиды, лабиринты, то напоминаю опять же, что есть мое видео «Глобальная катастрофа 17 века». Она происходила по всей земле, пострадали в том числе и пирамиды Египта, и те, что в Гизе, и те, что как раз на Фаюмском оазисе, их просто смыло. И поэтому мы имеем только лишь остатки этих сооружений, но сохранилась их подземная часть. Об этом надо знать, для того, чтобы действительно знать прошлое. Не знаешь прошлого, не имеешь будущего. Исследуй и все узнаешь. Как изменились пирамиды Гизы, пирамиды Фаюмского оазиса, вы уже можете посмотреть моих видео. Перейдите по ссылкам в описании или в конечных заставках к видео. И помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Все ссылки на используемые материалы в описании под видео будут. Нажмите кнопочку «Еще», оно откроется. Или смотрите конечные заставки к каждому видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал.
Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.